С одним священником произошел поистине удивительный случай, когда он решил спрятать камеру в гробу в исследовательских целях. Однако, когда он включил ее ночью, то, что он увидел, заставило его закричать. В маленьком городке Элмсворт отец Томас начал рискованный проект. Он поместил высокотехнологичную камеру внутрь гроба. Это было сделано не для того, чтобы поймать призраков или что-то в этом роде, а для того, чтобы увидеть, есть ли какие-либо признаки мышления или осознания сразу после смерти человека. Он хотел зафиксировать любую крошечную частичку сознания, которая может сохраниться после того, как кто-то умрет. Отец Томас приступил к осуществлению своего плана, когда пожилой человек из его церкви, мистер Джеффри Хокинс, которому очень понравились идеи отца Томаса, сказал, что было бы здорово использовать его гроб для эксперимента после его смерти. Они установили камеру в гроб мистера Хокинса прямо перед его похоронами и запрограммировали ее на включение и выключение записи в течение нескольких часов после того, как его похоронили. Они ожидали, что камера просто незаметно зафиксирует все необычное, но в итоге она зафиксировала несколько странных звуков и теней, которых там не должно было быть. Всего через несколько часов после похорон, просматривая отснятый материал, отец Томас заметил странные помехи и тени, движущиеся по краям видео. Подумав, что с камерой что-то не так, он обратился за помощью к Монике, студентке колледжа, которая разбирается в технике. Она подумала, что эти странные тени могут быть вызваны каким-то внешним сигналом, который мешает работе камеры. Копнув глубже, Моника обнаружила, что эти помехи соответствуют низкочастотному сигналу, который используется в высокотехнологичных устройствах связи. Это было странно, потому что такой технике нечего было делать рядом с простым кладбищем. Охваченный любопытством и немного напуганный, отец Томас решил пробраться на кладбище ночью. Именно тогда он обнаружил свежие следы шин возле могилы мистера Хокинса, которые определенно были не с похорон. На следующий вечер отец Томас принес еще более совершенное звукозаписывающее оборудование и уловил слабое, но отчетливое жужжание, доносившееся из-под земли рядом с гробом. Моника объяснила, что такой звук обычно издают большие машины, используемые для бурения под землей. Это означало, что под кладбищем может происходить что-то гораздо более реальное, чем просто призрачный шепот. Решив выяснить, что происходит, отец Томас отправился проверить городские архивы на предмет наличия разрешений на проведение раскопок на кладбище. И угадайте, что? Он узнал, что геологический факультет местного университета дал добро на исследование почвы, но их график был составлен на несколько недель после похорон мистера Хокинса, а не раньше. Получив эту новую информацию, отец Томас обратился к руководителю геологического исследования. Именно тогда он обнаружил нечто еще более удивительное. Испытания грунта были всего лишь прикрытием. На самом деле нужно было проверить древнюю скрытую сеть туннелей под городом, которая была случайно вскрыта во время недавних городских работ. Этот беспорядок вызвал странные вибрации и, возможно, даже повредил камеру в гробу. Теперь простое наблюдение отца Томаса за покойником превратилось в полномасштабное расследование. Он и Моника, которая, как оказалось, была настоящим Шерлоком Холмсом, снова отправились на кладбище с первоклассным оборудованием для наблюдения, чтобы следить за любыми странными ночными происшествиями у могилы мистера Хокинса. Сразу после того, как они установили свое новое оборудование, они заметили что-то странное на своих мониторах. Странное тепловое излучение прямо над гробом, не похожее ни на что обычное. К этому моменту отец Томас уже кричал от шока. Что происходило с гробом и камерой? Он не ожидал ничего подобного. Моника подумала, что этот странный жар может быть связан с более ранними беспорядками. Возможно, из-за того, что какое-то устройство, все еще работающее рядом с гробом, стало слишком горячим. Вдохновленный этой подсказкой, отец Томас решился на смелый шаг. Они решили немного покопать рядом с могилой,
чтобы посмотреть, не удастся ли им найти источник этого странного жара. Но когда они начали осторожно копать, земля под ними немного просела, и открылся узкий ухоженный туннель прямо под поверхностью. Похоже, кто-то недавно пользовался этой частью старой сети туннелей. Это открытие заставило их пересмотреть свой план. Отец Томас и Моника решили, что им следует проверить туннель, думая, что это может привести их к тому, что было причиной всех этих странных событий. Пробираясь по узким сырым коридорам, они обнаружили кучу спрятанного электронного оборудования. Такие устройства, как передатчики и самописцы, тайно отслеживали все, что происходило на кладбище. Похоже, кто-то действительно интересовался происходящим, причем не только ради науки. Разбирая снаряжение, Моника обнаружила данные, собранные по всему кладбищу, включая некоторые из их собственных недавних передвижений. Они поняли, что кто-то наблюдал за ними так же пристально, как они наблюдали за могилой. Затем они услышали приближающиеся шаги. Скрываясь за поворотом туннеля, они увидели двух человек, определенно не ученых и не местных чиновников, которые проверяли оборудование и разговаривали приглушенными настойчивыми голосами. Осознав опасность, отец Томас и Моника тихо выбрались обратно на поверхность, но когда они выбрались, их ждало еще одно потрясение. Кто-то разобрал и украл фотоаппаратуру, которую они оставили наблюдать за могилой. Казалось, что все доказательства их ночного наблюдения были стерты начисто. Теперь, когда у отца Томаса и Моники были только их слова и несколько фрагментов украденных данных, перед ними стояла непростая задача. Им нужно было выяснить, кто стоит за всей этой слежкой и почему эти старые туннели под Элмсвортом так важны. После того, как их ночное дежурство с привидениями обернулось странностями, им пришлось пересмотреть весь свой план. Поскольку их снаряжение было испорчено, и они чувствовали, что за ними постоянно кто-то наблюдает, им понадобилась новая помощь. Отец Томас решил обратиться к своему старому приятелю по семинарии, который теперь работал в правоохранительных органах. Этот друг был готов помочь им неофициально, придав их расследованию некоторый скрытый импульс. Затем этот друг совершил большой прорыв. Он выяснил, откуда взялась электроника, которую они нашли в туннеле. Они были связаны с фальшивой компанией, связанной с несколькими крупными биомедицинскими исследовательскими группами. Эта подсказка намекала на то, что за этим кроется нечто гораздо большее, чем просто какой-то исторический интерес или городские проблемы. Вооружившись этим новым советом, Моника усилила свою цифровую защиту и тайно установила новую группу камер и датчиков вокруг кладбища и той части туннеля, которая была открыта. Во время установки Моника наткнулась на запечатанный конверт, лежавший в грязи у входа в туннель. Внутри были чертежи сети туннелей и заметки, свидетельствующие о том, что кто-то недавно доработал туннели, чтобы облегчить перемещение грузов по ним. Когда они просмотрели эти чертежи, отец Томас и Моника заметили, что изменения указывают на путь, проходящий прямо под крупнейшим центром распространения наркотиков в городе. Эта ссылка навела их на мысль, что туннели использовались для перемещения сомнительных материалов, вероятно, связанных с биомедицинской сферой. Набравшись смелости от того, что они обнаружили, они решили встретиться лицом к лицу с владельцем магазина по распространению наркотиков. Но когда они добрались туда, возникла еще одна неприятность. Магазин внезапно закрылся, заявив, что ему срочно нужно закрыть магазин. Время было выбрано идеально, и стало ясно, что обнаружение туннеля и остановка производства, вероятно, были связаны. Решив копнуть глубже, отец Томас попросил своего приятеля из полиции просмотреть записи и понаблюдать за распределительным центром. И тут — бум! Еще один поворот. На видео с камер наблюдения видно, как грузовики приезжают и уезжают поздно ночью. Грузовики, которые никогда не фигурировали ни в каких официальных отчетах. К тому же эти грузовики были связаны с той же сомнительной компанией, которая занималась шпионским оборудованием в туннеле. По мере того, как они узнавали больше о наркопритонах и незаконном использовании туннелей, отец
Томас и Моника поняли, что они были близки к тому, чтобы замять грандиозный скандал. Отец Томас решил, что пришло время привлечь более серьезную поддержку, поэтому он обратился к епископу, надеясь, что церковь поможет защитить их, поскольку ситуация становится все более напряженной. Но епископ колебался и мягко предупредил их, чтобы они держались подальше от неприятностей, что навело отца Томаса на мысль, что, возможно, церковь не хочет связываться с местными шишками. Не желая отступать, отец Томас и Моника начали расследование. И тогда они сделали еще одно открытие. Большие шишки в городском совете владели частью наркопритона. Казалось, что все известные люди города были заинтересованы в том, чтобы сохранить все как есть, запутавшись в коррупции, которая распространилась от бизнеса прямо на управление городом. Надавив еще сильнее, Моника применила свои технические навыки и взломала систему связи этой сомнительной компании. То, что она обнаружила, было дикими секретными электронными письмами о сделке с какой-то зарубежной компанией, которая жаждала заполучить в свои руки лекарство, которое производилось прямо там, совершенно нелегально. Они были по уши в дерьме, ставки были связаны с международными схемами борьбы с наркотиками и некоторыми действительно рискованными испытаниями лекарств на людях. Как раз в тот момент, когда они начали осознавать эту сенсационную новость, в их дверь постучался еще один поворот. Их приятель из правоохранительных органов, который помогал им, был внезапно переведен в другой округ при сомнительных обстоятельствах. Сменивший его человек быстро прекратил расследование в отношении туннелей и дистрибьютора, заявив, что для продолжения недостаточно улик. Но отец Томас и Моника не собирались сдаваться. Не имея официальной поддержки, они планировали проболтаться СМИ, надеясь привлечь внимание всей страны к коррупции. Однако прежде чем они успели что-либо предпринять, системы Моники были взломаны, их улики исчезли, а на экране появилось пугающее предупреждение, в котором говорилось, что за ними наблюдают, и им следует отступить, иначе они столкнутся с серьезными неприятностями. Понимая, что они были загнаны в угол некоторыми очень влиятельными людьми, отцом Томасом и Монике пришлось принять трудное решение. Они могли либо отступить, чтобы обезопасить себя, либо попытаться раскрыть правду, не подвергая себя слишком большой опасности. Они решили продолжить борьбу, но более скрытным способом. Они запланировали последнюю операцию под прикрытием на ту ночь, когда, как им казалось, намечалась крупная незаконная сделка с целью заполучить какие-нибудь веские доказательства. Когда они готовились к этой секретной миссии, отец Томас получил анонимное сообщение о встрече в туннелях той же ночью. Кто дал наводку, оставалось загадкой, что делало их план еще более рискованным, но они были готовы рискнуть, если это означало получение необходимых улик. Во время их наблюдения с использованием нового высокотехнологичного оборудования для наблюдения произошло нечто неожиданное. Вместо того, чтобы пресечь незаконную торговлю наркотиками, они записали важную встречу между городскими чиновниками и иностранными инвесторами. Разговор шел не только о наркотиках. Они планировали расширить сеть туннелей для всевозможных незаконных действий, таких как контрабанда и контрабанда-бизнес, используя расположение города в своих интересах. Затем, когда обстановка накалилась, их видеотрансляция прервалась. Моника быстро сообразила, что сигнал глушится каким-то высокотехнологичным устройством, спрятанным в ратуше. Это было серьезное событие. Это означало не только то, что за ними наблюдали, но и то, что другая сторона тоже могла испортить их оборудование. Совершив смелый шаг, Моника решила использовать старую городскую систему экстренного вещания, которая была слишком старой, чтобы ее могли взломать враги, чтобы отправить видеозапись встречи прямо на защищенный сервер, где ее могли бы увидеть национальные правоохранительные органы. К концу вечера отец Томас и Моника почувствовали, что им наконец-то удалось перехитрить коррумпированную сеть, управляющую делами в Элмсворте. Они отправили доказательства властям,
чтобы они были недоступны для местных шишек, пытающихся все скрыть. Эта операция стала поворотным моментом, открывшим возможность для гораздо более масштабного расследования, которое могло выйти далеко за пределы их маленького городка. Пока они ждали, что будет дальше, произошло нечто неожиданное. Власти не вмешались, как они ожидали. Дни превращались в недели, а вокруг царила тишина. Никто не говорил о доказательствах, которые они прислали, что заставило их беспокоиться о том, что, возможно, коррупция была масштабнее и распространилась дальше, чем они думали. Затем, откуда ни возьмись, кто-то из городского совета, чувствуя себя виноватым во всех этих темных делишках, проболтался национальной газете. Этот человек все подтвердил. Отец Томас и Моника нашли и даже передали больше документов, которые позволили задержать нескольких высокопоставленных чиновников с поличным. Эта ошеломляющая новость наконец-то заставила национальные власти пошевелиться. Они устроили облавы по всему Элмсворту, в мэрии, у распространителя наркотиков и даже в домах некоторых важных персон. Все были ошеломлены, когда знакомые лица были уведены в наручниках. Среди всего этого рейдерского хаоса обнаружился еще один удивительный факт. За сетью туннелей стоял не просто какой-то местный магнат, как подозревал отец Томас. Это был высокопоставленный чиновник в региональном правительстве, который использовал город как тайное убежище для более крупной преступной сети. Когда началась драма в зале суда, произошел еще один поворот. Оказалось, что камеры наблюдения в туннелях не только выявили незаконный товар, за которым они охотились, но и случайно зафиксировали других мошенников, занимающихся контрабандой редких артефактов и животных, находящихся под угрозой исчезновения. Этот поворот событий привлек внимание международного сообщества к делу, вызвав широкий резонанс о защите дикой природы и культурных ценностей. После судебных процессов и публичного разоблачения незаконных действий в Элмсворте они почувствовали некоторое облегчение, но затишье продлилось недолго. Они быстро поняли, что корни преступности и коррупции уходят глубже, чем им удалось раскопать, и большой босс, стоящий за всем этим, все еще на свободе. Действие возобновилось, когда Моника, всегда настороже, перехватила несколько зашифрованных сообщений, намекающих на то, что преступная сеть в туннелях возвращается к жизни. Несмотря на серьезные действия полиции, похоже, что некоторые преступники пытались перегруппироваться, возможно, под руководством нового лидера. Это заставило отца Томаса и Монику вернуться к расследованию и снова погрузиться в свою детективную работу. Однажды ночью они заметили, как в туннеле пробирается новая команда. Решив выяснить, кто эти новые ребята, Моника усилила свои хакерские навыки, чтобы проникнуть в их тесные связи. То, что она обнаружила, стало для нее сенсацией. Они были из крупной международной компании, занимающейся фармацевтикой и технологиями. На первый взгляд они казались вполне законными, но в их правлении было несколько по-настоящему скрытных людей. И, похоже, они планировали превратить туннели в своего рода высокотехнологичную биолабораторию, возможно, для экспериментов, которые не были в самом разгаре. Затем произошел еще один поворот. Когда отец Томас и Моника собирали воедино доказательства, чтобы разоблачить эту новую опасность, они узнали, что компания втихаря убедила местных чиновников одобрить их проект, представив его как проект по реконструкции города. Они продавали его общественности как технологический центр, который создаст рабочие места и поднимет экономику Элмсуорта. Но это было всего лишь прикрытием для их истинных намерений. Прежде чем они смогли что-либо сделать с этой информацией, ситуация стала еще более запутанной. Местные СМИ, которые и раньше помогали им в этом, получили анонимное сообщение, в котором отца Томаса и Монику изображали нарушителями спокойствия, пытающимися разрушить будущее города по своим собственным извращенным причинам. Внезапно они стали плохими парнями в глазах общественности. Застигнутые врасплох этой клеветнической кампанией, они столкнулись с большим количеством критики со стороны сообщества, но не позволили ей сломить их решимость.
Они разработали план, как проникнуть на крупное мероприятие компании, где они собирались официально объявить о новом объекте. Замаскированные и оснащенные скрытыми камерами, они намеревались запечатлеть серьезные доказательства того, что происходит, и истинную причину, по которой компания так заинтересовалась туннелями. В день мероприятия, когда все важные персоны города праздновали открытие новой главы в истории. Элмсворт, отец Томас и Моника сделали свой ход. То, что они запечатлели на камеру, стало сенсацией. Руководителей компании застукали за разговором о том, как они планировали использовать объект для экспериментов, которые могли бы по-настоящему нарушить этические нормы. С этими неопровержимыми доказательствами они обратились к национальным следователям. Разоблачение привело к федеральному расследованию, полностью остановившему строительство объекта и вызвавшему общенациональную дискуссию о том, как крупные компании должны нести ответственность за проекты реконструкции. Этот поворот событий не только очистил их имена, но и спас Элмсворт от превращения в площадку для неэтичных научных экспериментов. Священника и студента колледжа чествовали как героев, и они наконец-то смогли оставить позади все это захватывающее приключение. Их город снова был в безопасности, и они могли вернуться к своей обычной жизни. Какая шокирующая история! Что бы вы сделали на месте отца Томаса и Моники?